Здравствуйте. 30 марта 1922 года из Лиссабона от знаменитой башни Торре-де-Белен, башни Вифлеема, которая была построена в XVI веке в честь открытия Васко-де-Гама морского пути в Индию, вылетел специально подготовленный гидросамолет Ферри 3D. Самолет имел имя собственное Лузитания и существенно отличался от серийных самолетов этого типа. В частности, внешне его легко можно было отличить по удлиненным крыльям, о чем нам говорят не две, а три пары стоек между верхними и нижними крыльями с каждой стороны. Экипаж самолета состоял из двух человек, двух португальских офицеров. Место летчика, которое находилось спереди, занял Сакадура Кабрал, а место штурмана сзади – Гага Каутиньо. Их целью являлось совершение первого в истории воздушного перелета через Южную Атлантику, из Европы в Южную Америку, в Бразилию, бывшую португальскую колонию, которая в том году отмечала столетний юбилей своей независимости. Перелет должен был продемонстрировать взаимосвязь и дружбу между этими двумя странами, метрополией и бывшей колонией. Идея такого перелета возникла еще в 19 году, когда во время официального визита президента Бразилии в Португалию, который состоялся буквально через несколько дней после первого в истории трансатлантического перелета, совершенного американскими военными на летающей лодке Curtiss NC-4 из Нью-Йорка в Лиссабон через Ньюфаундленд и Азорские острова. Именно тогда правительства двух стран договорились о том, что необходимо осуществить в будущем перелет из Лиссабона в Рио-де-Жанейро, на тот момент столицу Бразилии. Надо сказать, что помимо озвученной цели, то есть, собственно говоря, осуществления самого перелета, экипаж ставил перед собой еще одну задачу. Не просто совершить такой перелет, а совершить его с использованием только бортовых аэронавигационных средств. Необходимо понимать, что до этого все воздушные перелеты осуществлялись исключительно с помощью внешних средств навигации по визуальным ориентирам. В частности, например, для того, чтобы та самая американская летающая лодка Curtiss NC-4 смогла осуществить свой перелет в Атлантике, по всему маршруту через каждые 60 миль в качестве ориентиров были расставлены корабли ВМС США. Вот так вот это выглядело. Понятно, почему осуществление перелета через океан с использованием только внутренних, имеющихся на борту средств навигации, являлось нетривиальной задачей. Для ее решения Гага Каутиньо, морской офицер, создал новые навигационные приборы и инструменты, усовершенствованный секстант с искусственным горизонтом и корректор пути, которые блестяще себя показали в этом перелете и на одном из самых сложных участков пути при перелете непосредственно через Атлантику вывели их точно на необходимую точку, архипелаг Сан-Паулу. По сути, это скалы посреди океана. А то есть без всякой посторонней помощи, без радио, полагаясь только на астрономическую навигацию, им удалось добраться до небольших скал, затерянных посреди океана. В то время никто не осмеливался совершить подобное. Первая и большая часть этого перелета прошла успешно, в достаточно сжатые сроки. После вылета из Лиссабона маршрут проходил через Канарские острова и острова Зеленого мыса, которые тогда были португальской колонией, сейчас это страна Кабо-Верде. О самолетах и банкнотах, кстати, у меня тоже был отдельный ролик. С островов Зеленого мыса Лузитания вылетела в сторону Бразилии, и, как я уже сказал, благодаря новым навигационным приборам Гага Каутиньо экипаж абсолютно точно вышел на точку назначения – архипелаг Сан-Паулу, где их ожидал корабль сопровождения. Однако, осуществив этот самый сложный этап перелета, при приводнении у архипелага 18 апреля 1922 года Лузитания потеряла один из своих поплавков и затонула. Пилоты вместе с документами и приборами были спасены кораблем сопровождения, но таким образом первый самолет этого перелета, к сожалению, был потерян. Но так как основная часть маршрута была уже пройдена, правительство Португалии приняло решение предоставить летчикам второй самолет для продолжения полета. Это был тоже такой же гидросамолет того же типа Ферри 3, бортовой номер у него был 16, и он тоже немного отличался от стандартного самолета размерами крыльев, размерами верхних и нижних крыльев. Как видите, если сравнить с Лузитанией, у нее были крылья одинаковой длины, у второго самолета верхнее крыло
больше, чем нижняя. Этот самолет был доставлен летчиком на бразильский остров Фернандо-де-Норонha. И 11 мая летчики, для того чтобы маршрут получился непрерывным, вылетели фактически в обратном направлении в сторону архипелага Сан-Паулу, достигли его и повернули обратно, тем самым продолжив непрерывный маршрут своего перелета. Однако после общей сложности 6,5 часов полета на этом втором самолете у него отказал двигатель, и они совершили вынужденную посадку в море. Через какое-то время ожидавший их корабль сопровождения не дождался и разослал радиосообщение с просьбой о помощи всем проходящим поблизости кораблям. И летчиков после почти 9 часов дрейфа в океане на уже начавшем тонуть самолете спасло проходившее мимо грузовое судно. Это был английский грузовой корабль «Париж-Сити». Таким образом, и второй самолет этой экспедиции, этого перелета был потерян. 2 июня уже при поддержке правительства Бразилии летчики получили свой третий самолет того же типа, Ferry 3D, с бортовым номером 17 и именем собственным Санта-Крус, на котором они в итоге и завершили свой перелет, прилетев в Рио-де-Жанейро 17 июня 2022 года. Авиаторов встретили как героев огромной толпой, и их поздравил на месте, непосредственно поздравил пионер авиации Альберто Сантос-Дюмон, который на тот момент уже жил в Бразилии и о котором я рассказывал в одном из своих самых первых роликов о самолетах на банкнотах. Таким образом, несмотря на то, что в целом путешествие длилось в общей сложности 70 дней, за это сам полет непосредственно продолжался 62 часа 26 минут. И за это время на вот этих вот 3 самолетах экипаж в совокупности преодолел расстояние в общей сложности 8282 морские мили. Теперь я хотел бы несколько слов сказать непосредственно о банкнотах. Для иллюстрации сегодняшнего рассказа я использовал банкноты 2 стран – Португалии и Мозамбика. Хотя, конечно, в 1972 году, когда была выпущена серия этих банкнот, Мозамбик был еще португальской колонией, не был независимым, но уже в 1975 году он получил независимость, поэтому, например, вот эти вот 1000 Эскуда с надпечаткой 1976 года – это уже выпуск независимого Мозамбика. Очевидно, что серия данных банкнот целиком она была посвящена 50-летию, была выпущена к 50-летнему юбилею перелета в 1972 году, то есть 22 год, 1972 год, ровно 50 лет. Это понятно, хотя нигде на банкнотах об этом прямого упоминания о таком юбилее нет. И действительно, вы видите, это целая серия из 3 банкнот разных номиналах, все посвящены одной теме, одному событию. Очень редко встречается в бонистике, тем более в бонистике не памятной, а обиходной. Такая вот интересная ситуация. И, конечно, заинтересованный зритель может обратить внимание, что на 100 Эскудах нет, собственно, изображения самолета. Да, действительно так. Но я сделал для них исключение, так как, согласитесь, они являются частью линейки этих банкнот, полностью объединены с ней одной авиационной темой. Информация по пику и об этом выпуске, а также о банкноте Португалии на экране. Что еще можно сказать? Можно вернуться чуть-чуть на минутку к маркам. Серия марок, ну это сопутствующий материал, понятно. Серия марок выпущена к 100-летнему юбилею в 2022 году. И только здесь мы видим во всей красе все 3 самолета этого перелета. И Лузитанию, и второй самолет, который по разным источникам мог называться и Родина, или Португалия. Но вот, как видите, на самой марке имени, собственно, не указано. И 3-й самолет, завершающий, да, который сейчас в музее находится, Санта-Крус. Все 3 самолета этого перелета. Ну, марка это все-таки такой сопутствующий, повторюсь, материал. Не самое то, что нас интересует. Давайте все-таки зафиксируем, какие самолеты были на банкнотах представлены. У нас в этом ролике 3 банкноты с самолетами. И на банкноте Португалии и на 100, на 1000 Эскуда Мозамбика это у нас с вами первый самолет перелета Лузитания. Вот соответствующие фотографии.
с которых сделаны эти изображения. А на банкноте номиналом 500 Эскуда это третий самолет, итоговый самолет Санта-Крус. Вот его оригинальная фотография, с которой было сделано это изображение. Санта-Крус в бухте Рио-де-Жанейро. И здесь, кстати, если рассмотреть, хорошо видно и бортовой номер 17, и Гага Каутиньо, который стоит на поплавке, машет рукой. Вот, такой сегодня у нас получился рассказ у меня. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.